Здравствуйте, друзья! Мы так глубоко погрузились в историю JBL, что захотелось, честно говоря, посмотреть, а как та самая легендарная акустика живет среди нас, среди живых людей, и как меняет жизнь тех, кто наслаждается ее звуком. Поэтому разрешите представить: ресторатор, меломан, коллекционер винила Семен Неболсин и его JBL L150. Так, это вот, наверное, пластинка, с которой для меня все началось. Это James White and the Blacks, 79-й год. Постпанк в том смысле, что это люди, которые не умеют играть на своих инструментах, но при этом они пытаются играть джаз. До этого я слушал музыку в MP3, и вот с этого оригинала я как бы понял, что это совершенно разный и опыт, и звук. Когда ты слушаешь что-то на оригинальной пластинке, она звучит совершенно по-другому, да? Музыкой я увлекаюсь вообще лет со школы. Что касается именно звука, то, наверное, больше всего меня к этому сподвигло увлечение таким диджеем и организатором вечеринок, как Дэвид Манкузо. Это создатель вечеринок, которые называются The Loft в Нью-Йорке в 70-х. Он играл исключительно с какой-то дорогущей, собственно, 70-е годы MC-иглы японской за $3000, что тогда было действительно большим раритетом. И самое главное, он играл с винила, который стоял на таких вот бетонных блоках, которых было, наверное, штук 10, то есть просто вот такое огромное количество бетонных плит. Он действительно заморачивался по поводу звука, это все было очень интересно. И как бы пошел дальше, форумы, аудиокарма там и так далее, и как бы потихоньку начал это все читать, и там очень много всего было про JBL, тем более, что их действительно очень несложно найти в Штатах, да, их действительно очень много выпускалось, и многие их очень хвалили. Private Press — это пластинки, которые выходили не в широком доступе, то есть это, скорее всего, какой-то самопал, да, то есть выходило тиражом до 100, может быть, до 50 штук. И это обычно какие-то люди, которые записали что-то для себя и своих друзей. И таких пластинок было достаточно много в 70-е и особенно в 80-е. И это обычно музыканты, которые как бы дальше не продолжили свою карьеру, хотя, в принципе, могли бы. И, например, вот эта пластинка записана в 82 году в Великобритании. Коллектив называется Private Collection, песня называется Private Collection на каком-то лейбле Galaxy. Я думаю, ни один человек, кто вот просто роется в каком-то магазине, никогда не обратит на это внимание, просто какая-то фигня, да? Вообще, почему JBL? У меня были колонки Fisher, японские Otto Fisher, и я подбирал для них как раз усилитель, еще до того, как я купил усилитель ламповый Fisher, и попал в такое заведение, которое работает как комиссионный магазин для аудиотехники винтажной. И то есть это как такая пирамида немножко аудиофильская. То есть ты приносишь туда свои колонки старые, переплачиваешь, если там цены больше рыночных намного, и тебе выдают что-то новое. Я пришел туда слушать усилитель Scott. Я привез одну колонку, я слушаю, включил какую-то свою музыку и просто так думаю, блин, вот это звук, просто такая разница. Просто нереально. Я говорю, все, я беру, как бы заворачивайте. Говорит, подожди, паренек, может быть, ты послушаешь одну твою только колонку? Как выяснилось, у них во второй канал был подрублен JBL L65. Я первый раз тогда услышал винтажный JBL. После этого, в общем, первый мой такой позыв был это начать собирать всякое соул, диско, да. Я как бы начал покупать какие-то оригинальные пластинки из 70-х. И, конечно, диско и соул звучали еще круче, чем постпанк, да, и это начало меня привлекать. Но тем более, что они довольно недорогие, да, то есть всем известно, что диско, вот всякие известные исполнители 70-х, это, наверное, самое дешевое, что есть. Ну, потому что большие тиражи, наверное, самые большие в мире тиражи, это вот что-нибудь типа Шик какой-нибудь, да, или что-то такое. Я подсел на джаз, я очень давно люблю джаз. Нашел такой блог, который называется London Jazz Collector, где собрание пластинок оригинальных Blue Note.
достану какой-нибудь. Это прям такой вот целый обряд. То есть там такие по 2 страницы текста просто про то, какие тут номера, какие адреса на лейблах, да, то есть вот это все воспевается в какую-то такую вот эстетику, что нужно собирать именно, отличать, какой лейбл оригинальный, неоригинальный, Deep Groove, ушко, да, на этих пластинках. В Run Out Groove, да, то есть где кончается пластинка, там должно стоять ушко. Если его нет, то это не оригинальный Blue Note, это марка завода, который производил эти пластинки, Blue Note Plastilite, то есть ушко Plastilite. $43.12. Так, я их купил тоже с рук, то есть не новые, но они были, 2017 или 2018 года. Вот, но они классно звучали, но мне кажется, для этой комнаты они маловато. Я продолжил искать, конечно, хотел купить JBL L65, это вот та модель, или L300, которые вот меня больше всего интересовали, но вот очень долго не мог найти, наверное, почти 2 года. И попалось предложение по L150 в Новосибирске. Они прекрасно доехали, то есть это было даже зимой, они каким-то чудом доехали такие одубевшие, да, из Новосибирска. Наверное, 2 дня вот они вообще раскачивались после этой дороги, то есть вообще практически не играли. Драйверы практически не двигались, то есть тут бумага, да, я не знаю, как это влияет на них, но они вот раскачались за 2 дня примерно. И на второй день вот, собственно, произошло первая неприятность с ними. У меня небольшая дочь, маленькая, и вот, собственно, 2-летняя на второй день, это не преувеличение, на второй день она шла вот здесь с карандашом куда-то, чтобы что-то рисовать, и упала вот так вот карандашом прямо в этот вот динамик, да. Слава богу, я нашел мастера, который смог это все отреставрировать, починить, то есть здесь все залакировано, да, на звук это никак не повлияло, слава богу, то есть динамик цел. Особенность этих колонок — это басовый динамик, он действительно вот типично JBL-овский, он дает вот этот JBL-овский саунд, звук, и помимо этого здесь нетипичная, по-моему, для JBL даже конструкция с пассивным радиатором. Это закрытая колонка, и энергия, которая скапливается внутри колонки, выделяется с помощью вот этой вот этого нижнего динамика, у которого нет драйвера, то есть он абсолютно пустой. Но вот за счет того, что там скапливается, он дает такой низкий сабовый бас и действительно дает текстуру. Старые пластинки, особенно Blue Note, довольно неплохой такой финансовый инструмент. То есть, например, вот то, что я вложил как бы вот в оригинальные Blue Note, оно до сих пор поднимается в цене, и я уже довольно давно практически не вкладываю новые деньги в пластинки. То есть я, грубо говоря, постоянно слушаю эти пластинки, и через какое-то время они мне надоедают, я их продаю раза в 2 или в 1,5-2 раза дороже, чем я их купил. И на эти деньги покупаю еще больше пластинок, скажем так. И как бы коллекция расширяется, это все постоянно растет в цене, если как бы покупать правильные пластинки, да, оригинальные, которые не потеряют в стоимости, да. И как бы в какой-то момент твоя коллекция уже начинает работать сама на тебя. То есть ты не будешь слушать всегда есть какие-то аутсайдеры. То есть ты купил, и как бы вот что-то оказалось тебе не так нравится, или тебе она быстро надоела, и ты ее продаешь, как бы и покупаешь что-то новое, и это вот такое постоянное движение. Мне очень нравится звук JBL, но я не могу сказать, что я считаю, что это как бы вот самый какой-то писк или самое что-то невероятное. Конечно, это не, честно сказать, это даже не хай-энд, наверное, да, но вот фирменный этот звук и то, насколько она универсальная, то есть если мы сравним с каким-нибудь даже чертовским вот этим вот сухим хай-эндом, то JBL будет играть приятнее в большинстве случаев, потому что она не такая детализованная, да, она как бы округляет какие-то углы,
Ты не слышишь такого количества дефектов, да, каких-то в музыке, особенно когда ты слушаешь старую музыку. А я слушаю очень много старой музыки, где есть и песочек, где и плохая запись и так далее. И вот это вот все хорошо звучит на JBL. Ах, хороши эти винтажные. От себя только добавлю, что я лично взял бы, конечно, немножко поновее и рупорный, но это совсем другая история. А нас с вами, друзья, ждет еще настолько винтажный и легендарный, что... Впрочем, что этим мню? Ведь мы его уже сняли. Ребята, следующий выпуск про JBL Paragon. Да, тот самый великий и ужасный. Его конструкция, его звук, его хозяин. В общем, будет все. Так что не забудьте там нажать все кнопки подписки и оповещения на канале, чтобы этот выпуск не пропустить. Сам жду с нетерпением.